Майский вечер, открытое окно, и вдруг звук, который ни с чем не спутать. Глухое жужжание, удар в стекло, неуклюжая черная штука падает на подоконник. Майский жук. В детстве их ловили в спичечные коробки, держали как домашних питомцев, кормили листьями, носили в школу показать, менялись с друзьями как фантиками, потом выпускали обратно. Их было полно. Над каждой березой по вечерам гудел десяток, а потом будто исчезли. Любой, кому сейчас за 30, ответит вам стандартно. Дело в климате, в пестицидах, в экологии. И это действительно часть правды. Главное же объяснение другое. И оно же объясняет, почему в следующем году их, скорее всего, снова будет полно. Майский жук живет 4 года. 3,5 из них под землей в виде белой личинки. На поверхности 4 недели. 1% жизни. Поэтому массовый вылет случается раз в 3-4 года, по году рождения целого поколения. В нелетный год их объективно мало. Их поколение в это время на 1,5-метровой глубине грызет корни и ждет своего сезона. И эти циклы не открытие последних десятилетий. Нет, их фиксировали еще в Древнем Риме. В римских хрониках, представьте, есть упоминание нашествий майских жуков в 152, 155, 158 и 161 годах нашей эры. Каждые 3 года. Тот же ритм, что и сейчас, 2000 лет спустя. В 1574 году в долине реки Северн в Англии нашествие было настолько массовым, что трупы жуков забили колеса водяных мельниц. Мельницы буквально остановились. В 1911 году в одном немецком лесу площадью 18 квадратных километров за сезон собрали 20 миллионов жуков. Пытались остановить размножение. Не помогло. Следующий пик пришелся точно по графику. В 2024 году британский проект Darwin Tree of Life впервые полностью прочитал геном майского жука. 1 миллиард 657 миллионов пар оснований, 17 392 белок кодирующих гена. Для сравнения, у человека их около 20 тысяч. У жука с горошину размером почти столько же. Но если дело только в 4-летнем цикле, почему в крупных городах их и правда стало заметно меньше, даже в те самые летные года? Почему в Альпах сейчас вспышки их, а в Подмосковье тишина? Почему в детстве казалось, что их было особенно много? И насколько мы можем этой памяти доверять? Мое сегодняшнее видео даст сразу несколько ответов. И ответы эти я сложу в довольно неожиданную картину. А еще расскажу про то, как этот жук обманывает физику. Как 200 лет назад его ели в супе и говорили, что вкусно. И почему в 1934 году французский биолог математически доказал, что майский жук не может летать. Жук об этом, правда, не узнал и продолжил летать 20 километров в день. Начнем с главного. Что мы про этого жука обычно не знаем, а? Из 4 лет жизни 3,5 он проводит под землей. Никаких тебе полетов, никакого солнца, никакой смены времен года. Все это время он белая, жирная личинка, согнутая буквой «С». По-русски ее называют хрущ. И всю эту долгую биографию хрущ грызет корни. Молодая травинка, корень дерева, корнеплод на огороде – все идет в дело. Жизнь его начинается летом. Самка, отложив яйца, закапывает их на глубину 20-30 сантиметров. Через месяц вылупляется личинка размером с зернышко риса. Она сразу начинает есть. Питается мелкими корнями, перегноем, грибами.
К зиме уходит вглубь на 1,5 метра ниже уровня промерзания почвы. Там и засыпает. Весной поднимается обратно к поверхностному слою и снова ест. Линяет, растет. И так 3 полных года. 3 раза уходит вниз на зимовку, 3 раза поднимается обратно. К концу 3-го года личинка достигает 4-5 сантиметров и веса в 3-4 грамма. Это уже не зернышко риса. Это размер с человеческий мизинец. В августе 3-го или 4-го года, в зависимости от региона, личинка строит вокруг себя гладкую земляную камеру и окукливается. Через 6-8 недель из куколки выходит уже взрослый жук. Крылья на месте, усы развернуты, готов к полету. Однако не летит. Сидит под землей еще целую зиму. И только в апреле или начале мая следующего года, когда температура почвы на глубине его залегания поднимается до 10 градусов, жук начинает копать наверх. Как понять, что это сейчас произойдет? Цветение одуванчиков. По нему фермеры еще в XIX веке предсказывали, когда ждать вылета. Жук выходит на поверхность, видит небо первый раз в жизни и через несколько часов уже свободно летит. Для полета у него остается 4, максимум 6 недель. За это время он должен найти партнера, спариться, отложить яйца и умереть. 1% жизни на поверхности, 99% жизни под землей, и в этих 99% спрятан главный двигатель всей популяции. А теперь кое-что про полет, который с точки зрения классической физики, между тем, невозможен. В 1934 году французский биолог Антуан Маньян выпустил книгу «Полет насекомых» «Le vol des insectes». Работал он не один. Расчеты делал его коллега, математик и инженер Андре Сент-Лагу. Он применил к насекомым с тяжелым телом и относительно небольшими крыльями ту же аэродинамику, по которой строили самолеты в начале 20 века, и получил неожиданный вывод. Подъемная сила меньше веса. Полет физически невозможен. Маньян сам это признал в предисловии книги. Написал примерно так: «Я понимаю, что это противоречит наблюдениям, но математика говорит, их полет невозможен». И добавил, что, видимо, у живых крыльев есть нечто, что классическая физика пока не учитывает. 80 лет ушло у науки на то, чтобы это нечто объяснить. Оказалось, несколько вещей сразу. Первое. Крыло насекомого не жесткое, оно гибкое и при каждом взмахе деформируется, меняет угол атаки. Жесткое крыло самолета работает в одном режиме, гибкое крыло насекомого в десятках режимов на каждом взмахе. Второе. Насекомые машут крыльями не вверх-вниз, как птицы, они машут вперед-назад, с поворотом крыла на 180 градусов в верхней и нижней точках. Это и создает над крылом так называемый переднекромочный вихрь, миниатюрный циклон, который не рассыпается и удерживает подъемную силу все время полета. Третье, конкретно про жуков. У них 2 пары крыльев. Жесткие надкрылья, элитры – это та самая блестящая броня, под которой обычно сложены настоящие летательные крылья. Перед взлетом элитры расправляются, а из-под них раскладываются тонкие прозрачные крылья. Конструкция громоздкая, взлет у жука неуклюжий, но работает. До 3 метров в секунду скорости, до 20 километров полета в день. Расчеты Маньяна были правильными. Он применял их к физике, которая для живого крыла не работает. У жука в это время никакой физики не было. Он просто себе летел. А теперь перейдем от полета к остальной анатомии. Самое интересное у майского жука находится, где бы вы думали, на голове. И это не глаза.
– это его усы. У большинства жуков усы длинные, нитевидные. У майского жука они короткие, толстые и заканчиваются веером. По-научному это пластинчато-усые усики. Веер раскрывается перед полетом и складывается в покое. У самцов в этом веере 7 пластинок, у самок 6. По этому признаку можно определить пол невооруженным глазом, не переворачивая жука. Кажется, в школе мы как раз-таки это и делали. Каждая пластинка, между тем, это орган обоняния. На ее поверхности расположены десятки тысяч обонятельных синсил. Это микроскопические волоски, в каждом из которых сидит нервная клетка. Принцип работы тот же, что у нашего носа. Молекула запаха попадает на рецептор, рецептор отправляет сигнал в мозг. Только в нашем носу таких клеток несколько миллионов на 5 квадратных сантиметров слизистой. В веере у жука тоже миллионы, но на площади размером с ноготь мизинца. Чувствительность из-за этого невероятная. Самец улавливает половой феромон самки на расстоянии в несколько сотен метров. Это означает, что он различает молекулы вещества в концентрации 1 части на триллион. Лучшие электронные сенсоры запахов работают в концентрации 1 части на миллиард, в 1000 раз грубее жучьего носа. Современные исследования добавили деталь, которую раньше не замечали. Самцы летят не к запаху самки напрямую, они летят к запаху листьев, которые самка ест. Когда самка обгрызает листья дуба или березы, поврежденные листья выделяют так называемое зеленое летучее соединение. Этот запах самцу указывает: вот здесь сейчас кто-то жует. С большой вероятностью самка. Самец сперва летит на запах листьев, потом уже подключает обнаружение феромонов. Двойная система наведения. Ну а теперь про синхронность. Почему все жуки одного поколения вылетают одновременно? И почему это происходит ровно раз в 3-4 года? Вспомним, личинка развивается под землей 3-4 года. Если все яйца отложены в один сезон, все личинки развиваются параллельно, и все имага выходят на поверхность тоже в один сезон. Поколение синхронизировано на самом этапе откладки. Один общий момент яйцекладки, и инерция этого старта тянется через все 4 года развития. Но есть и второй уровень. В 2023 году группа исследователей под руководством Эммануэля Педроцини из швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовала в журнале Evolutionary Applications работу по популяционной геномике майских жуков в Альпах. Они сравнили генетические профили жуков из соседних долин и из разных летных годов внутри одной и той же долины. Результат оказался неожиданным. Жуки из соседних долин, разделенных горами, генетически близки. А вот жуки из одной долины, но из разных летных годов, генетически далеки. Заметно дальше, чем географически удаленные популяции. Объяснение тут простое. Если в долине летные года – это, например, 2023, 2027, 2031, то жук, родившийся в 2024 году, никогда не встретит жука 2025 года рождения. Они разнесены по времени. Не по пространству, не по виду, а по календарю. И каждое поколение, по сути, образует свою собственную маленькую популяцию. Это редкая форма репродуктивной изоляции. Изоляция работает по календарю, а не по карте. И именно она объясняет, почему массовые леты так строго следуют циклу. Каждое поколение – это самостоятельная биологическая линия. Общий вид, общий лес, общие корни, но не общие гены. А теперь про ту часть истории, в которой мы сами. Как мы за 20 лет почти стерли майского жука с европейского континента, а? До середины 20 века майский жук был обычным сельскохозяйственным вредителем. Его собирали вручную, ловили в специальные ловушки, скармливали свиньям, сжигали кучами. В 1911 году в Германии за один сезон собрали 20 миллионов жуков с площадью 18 квадратных километров.
но это не остановило вспышку. Потом появился ДДТ – дихлордифенилтрихлоретан, изобретенный еще в конце 19 века, но как инсектицид, примененный только в 40-х. Эффективность у него была колоссальная. Его распыляли с самолетов на леса, на поля, на сады. Майский жук исчезал с обработанных территорий за 1-2 сезона. К началу 60-х майский жук в Западной Европе перестал быть массовым видом. В Швейцарии, Австрии, Германии его почти не находили. В Советском Союзе ДДТ применяли тоже массово, особенно на лесных насаждениях и в сельскохозяйственных регионах. К началу 70-х майский жук в большинстве регионов превратился из вредителя в редкость. Однако в 1972 году ДДТ запретили в США. После книги Рэйчел Карсон «Безмолвная весна» и многолетней общественной кампании. К началу 80-х запреты прокатились по Европе, к концу 80-х ДДТ почти везде заменили на менее стойкие препараты. С того же момента и начал возвращаться майский жук. Возвращение шло медленно. Личинка живет в почве годами, и если пестицидов больше не вносят, остаточные концентрации постепенно вымываются и распадаются. Каждое новое поколение чувствует себя чуть лучше. К началу 90-х первые сообщения о новых массовых вспышках, к 2000-м устойчивый рост в ряде регионов. Сейчас ситуация в разных регионах Европы выглядит по-разному. В Альпах, Швейцария, Австрия, Северная Италия – регулярные вспышки. Жуки повреждают альпийские пастбища настолько серьезно, что местные власти годами обсуждают методы биоконтроля. В Польше, Чехии, Восточной Германии заметны локальные нашествия. В России то же самое. Весной 2025-го Воронежская область отметила массовый вылет. В Татарстане, в окрестностях Казани, энтомологи Казанского федерального университета фиксировали интенсивный лед. В Тульской и Ярославской областях тоже. Борются с ними сейчас совсем по-другому. ДДТ под запретом. На замену пришел биоконтроль. Что это такое? Сейчас расскажу. Грибы рода Биоверия, которые специфически убивают личинок майского жука и почти не действуют на других насекомых. Микроскопические нематоды, паразитические черви, тоже работающие точечно. Обзор 2024 года в журнале Environmental Microbiology под руководством Педроцини описывает популяционную геномику этих грибов-патогенов. Они распространяются по Европе клонально, как природный антибиотик. Что мы имеем сейчас? Популяция майских жуков как таковая восстановилась. На полях, в лесах, в пригородах майских жуков сейчас в среднем не меньше, чем 100 лет назад. А почему же тогда в крупных городах их и правда стало меньше? И это не иллюзия. Здесь работают 3 отдельных эффекта одновременно. И из их пересечения и рождается ощущение «жуки пропали». Первое. Естественный 4-летний цикл, про который мы уже говорили. В нелетный год их в любом городе мало. Но человеческая память склонна сравнивать сегодняшний нелетный год с летным годом из прошлого. Мы помним один яркий май с десятками жуков на каждом дереве и сравниваем его с обычным маем без жуков. Получаем ложное падение там, где на самом деле просто фаза цикла. Второе – городская среда. Личинка развивается в почве 3-4 года. Ей нужна мягкая, рыхлая земля с корнями, а под асфальтом, под бетонной плиткой, под уплотненным грунтом газона у многоэтажки личинка не выживает. Современные города физически вытесняют ее жизненное пространство. Освещенные ночью улицы сбивают навигацию у имага. Жук летит на свет, ударяется о фонари, гибнет, не успев размножиться. Зеленые зоны фрагментированы. Самец, поймавший запах самки, не может через бетонные кварталы до нее добраться. И третье, ключевое. Это называется Shifting Baseline Syndrome. Синдром смещенной нормы.
Термин этот ввел морской биолог Дэниел Полли в 1995 году. Суть его простая. Каждое поколение принимает за норму то состояние природы, которое оно застало в детстве, и сравнивает все последующие изменения именно с этой детской нормой. Если ты родился в 80-х, нормой для тебя были полные жуков майские вечера. Если в нулевых, нормой будут редкие визиты. Если в 20-х, возможно, нормой будет жуков нет вообще, кроме как в деревне у бабушки. Воспоминания при этом не обманчивы. Просто мы каждый раз измеряем падение от новой точки. И не замечаем, что точка эта смещается. Ну и поверх всего этого, конечно же, есть глобальный фон. В 2017 году группа ученых из энтомологического общества города Крефельд опубликовала в журнале PLOS ONE результаты 27-летнего наблюдения за биомассой летающих насекомых в немецких заповедниках. Падение 75% с 1989 по 2016 годы. Не по одному виду, а по всему сообществу летающих насекомых. И это, прошу заметить, на охраняемых, нетронутых территориях заповедника. Майский жук в этом фоне – частичное исключение. Как вид он держится, локально даже растет, но на вашем конкретном дворе, под вашим конкретным окном он, скорее всего, не вернется. Потому что под этим окном асфальт и уличный фонарь, и вы помните детство, в котором все было иначе. Ну и последняя страница биографии про то, как эти жуки переходили в категорию еды. В XIX веке майский жук был в Европе обычным блюдом. В Германии, Франции и Швейцарии. Самое первое подробное описание оставил врач Йоганн Йозеф Шнайдер из города Фульды в Гессенских землях в 1844 году. Он написал, что в его городе жуков ели сырыми или засахаренными, или в супе. Французский рецепт середины XIX века звучит так: фунт жуков обжарить на сливочном масле, удалив крылья и ноги, затем варить в курином бульоне, добавить телячью печень, подать с зеленым луком на тосте. На вкус, как суп из крабов. Так писали те, кто его ел. Без оговорок и без «напоминает». Нет, просто суп из крабов. В немецких городах жуков продавали засахаренными, как детскую сладость. Что-то вроде нынешнего попкорна, только из насекомых. Жирные, белковые, с легким сладким хитиновым вкусом. Их любили дети и те, у кого не хватало денег на конфеты. К началу 20 века жуков перестали есть. Сначала упала их численность из-за пестицидов, потом стало социально неприлично. К середине века упоминание жучьего супа уже было поводом для шутки в кулинарных книгах. Сейчас в Европе этой традиции не существует. При этом именно сейчас, впервые за столетие, в Евросоюзе официально разрешили несколько видов насекомых к продаже как еду. Мучные черви, кузнечики, сверчки. Майских жуков пока в списке нет, но если энтомофагия в Европе продолжит набирать обороты, рано или поздно кто-то вспомнит про крабовый суп и вернет рецепт. И в конце самое короткое. Этот жук пережил Древний Рим. Его нашествие фиксировал еще Тацит 2000 лет назад, теми же трехлетними циклами, что и сейчас. Этот жук пережил эпидемии, феодальные войны, французскую революцию, обе мировые войны. За эти столетия его то ели, то истребляли, то заносили в учебники как идеальный пример вредителя. Но в 20 веке мы изобрели один порошок и за 20 лет почти стерли его с континента. Хорошая новость в том, что мы это вовремя поняли и остановились, и жук вернулся.
80 лет ушло у физики, чтобы понять, как он летает. 30 лет у экологии, чтобы перестать его травить и научиться контролировать аккуратно. 30 лет у генетики, чтобы прочесть его геном. И 150 лет у кулинарии, чтобы вспомнить, что он съедобен. А он все это время делал ровно то же, что делал 2000 лет до этого. Жил 3,5 года под землей, грыз корни, один раз в жизни вылезал на поверхность, гудел над лугом недельки 4, иногда залетал в чье-то открытое окно в доме или в школе и падал на подоконник. Если в этом году в ваше окно тоже заглянет такой, не убивайте его. Это либо тот самый долгожданный летный год его поколения, либо то, что от него в вашем городе еще осталось. И в обоих случаях он не виноват, что вам кажется, будто их раньше было больше. Выпустите его обратно и напишите комментарий мне под видео. Мне будет безумно приятно. Ну а если уж расщедритесь на лайк и подписку, то уж тем более. Обещаю порадовать вас чем-то интересным уже завтра. Так что обсудим в комментариях и жду вас на новых видео.